Во время учебы в Лесговто у нас были соревнования по борьбе по Питеру. И вот однажды я выхожу на ковер, а против меня встает парень, совершенно схожий по внешности со мной. Мы взглянули друг на друга и оба замерли. У меня по спине пробежал неприятный холодок. Но я справился со своим замешательством и начал схватку. Он смотрел на меня все время с удивленным взглядом, а я давил его, давил и в конце концов задавил. После победы я, не глядя больше на него, скорее ушел и больше его никогда не встречал. Иногда я думаю, а что если бы тогда он победил меня? И откуда вообще взялся вот такой двойник? Чувство неприятное. Но из-за того, что я его победил, это воспоминание вскоре забылось. Однажды я провожал девушку в Питере после танцев. Красивая, веселая, она притягивала к себе. Я как бы ненароком обнял ее. И тут почувствовал под рукой у нее на спине горб. Меня словно пронзило от неожиданности. Рука сама непроизвольно отдернулась от ее спины. Стараясь не показывать своего замешательства, я ее довел до дома и распрощался. Когда шел домой, вдруг расплакался. Мне было стыдно за себя, жалко девушку. Она же ни в чем не виновата. Ее инвалидность от природы. Нельзя человека судить или как-то оценивать за его физические недостатки. Но на деле меня не покидало это брезгливое чувство. И от этого я сам себе был неприятен. Моим другом в институте был олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в Мельбурне Николай Соловьев. С ним я занимался на тренировках по классической борьбе. Он меня все уговаривал заняться этим стилем, но
Я тогда подумал, что вольная борьба может быть хорошим развитием от хакасской борьбы курес. И уже почувствовал к этому вкус. Но само общение и совместные тренировки с олимпийским чемпионом дали мне очень многое. И в тренерской работе, и в самой оценке потенциальных возможностей спортсменов. Тогда же я для себя решил сконцентрироваться на тренерской работе в спорте. И появилась мечта об Олимпиаде. Потом помню военные сборы в Хитале. Там на последних сборах был один страшно злой старшина, который ненавидел нас, гражданских офицеров. И вот он нас гонял и ругал, а мы все выдерживаем, потому что все физически подготовлены. А ему это, видать, злобит еще больше. И продолжать над нами измываться, без всякого повода. Я тогда предложил ребятам наказать его. Все согласились. Мы ночью накинули ему на голову мешок и всей группой хорошенько отлупили его. Наутро он весь красный, еле передвигается, но молчит. Заявлять на нас не стал. И измываться над нами перестал. Потому что все-таки знал, что мы правы. И нет ни у кого права унижать другого человека. За время учебы я участвовал как участник гимнастических выступлений от имени ленинградской делегации в гимнастических выступлениях первой спартакиады народов СССР. Открывали мы стадион Лужники. На 6-й Всемирном фестивале студентов и молодежи в Москве. Были на военных сборах в Хитало за Выборгом в роли рядового. По 3 месяца мы готовились к этим выступлениям. Помню, как нас заставляли загорать на солнце так, чтобы одна сторона руки была темная, а другая оставалась светлая для эффектов на выступлениях. Когда все меняли одновременно цвет тела, люди на стадионе в Лужниках вскрикивали от неожиданности и аплодировали. В 1959 году участие во второй спартакиаде народов СССР, вторые военные сборы в роли командира взвода и окончание института имени Лесговта.